Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс «Май». Что скрывает будущее? События на пороге. Как изменится ваша жизнь в этот период, давайте с вами узнаем. И у нас серьезное планетарное событие – Уран в Близнецах. А Уран – это планета ваша, планета-управитель. А Май – только первый месяц, когда Уран – планета перемен, неожиданных трансформаций и, безусловно, нового вкуса свободы. Входит в знак зодиака Близнецы и определяет нашу жизнь аж на 7 лет с заходом на 2033 год. Что ждет вас в мае? Давайте узнаем. И именно у карт пасьянса раскроем, они нам про события и расскажут, и покажут, на пороге каких событий в мае вы стоите. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла. Итак, что для водолеев, моих дорогих, в мае? Что будет, возможно, меняться? Возможно, и вы сами что-то будете менять. Вот смотрите, цепи выпадают. Это не есть какой-то конкретный символ, это сердечная тяжесть. То есть есть какая-то мысль, которая вас не оставляет. Может быть, это прежняя история, которая тоже, она вот не дошла до логического конца. И, в принципе, значит, вы допускать можете, что есть и такое развитие, а есть и какое-то альтернативное. Но какие-то мысли, формы вас, возможно, не оставят. Но, может быть, как раз по части того, чего вы сомневаетесь, кстати, радость, мои дорогие, идет в вашу жизнь, идет на ваш порог. Венок – это радость. Что нам еще раскроют карты? У вас выпадает, смотрите, змея. Змея нас всегда, ну так, немножко осторожнее быть. Предупреждает нас, да, что, возможно, это тот человек, который за вами наблюдает. Или, возможно, это вот, кстати, у вас совпадает, смотрите, образ цыганки, но тут не про цыган. Может быть, просто так художник изобразил в виде цыганки. То есть это то лицо, вот так буквально прописано, которого мы не знаем. Тот человек, которым, ну, нам не изучен. И, может быть, с новыми знакомыми нужно быть просто осторожными. И не важно, что это личная жизнь. Нет, это может быть кто угодно. Здесь может прийти какая-то информация, может быть, даже от того человека, которая будет ошибочная, где-то исковерканная. Или когда вам что-то говорят, транслируют, но я не могу сказать, что вот тут надо, может быть, надеяться, да, на кого-то, но как-то себя надо поберечь. А колокол часто свидетельствует о том, что вы слышите какую-то информацию, которая именно извне приходит. Может быть, средства массовой информации. Это не то, что мы инициировали, но это то, с чем нам придется провзаимодействовать. Значит, тут может быть какая-то смена, ну, скажем так, конфигураций или новостная смена событий, когда вы именно что-то слышите. И кто знает, тут у нас все-таки радость выпадает, поэтому вполне вероятно, что даже какой-то вопрос, он будет отчасти для вас решен, но с каким-то новым подходом. Может быть, это и будет даже связано с конкретным человеком, которому вы не верите. Или пусть это даже человек, которого вы знали давно, а у нас еще с вами планетарные транзиты Сатурна. Мы знаем, Сатурн – это владыка кармы, это владыка времени, Кронос. И Сатурн на нас оказывает влияние в 2026 году, причем на протяжении всего года. И если мы говорим в мае месяце, у вас, и в принципе для всех, но здесь может быть ситуация, которая связана несколько с прошлым. Почему? Потому что май у нас проходит в прямом движении Сатурна, в директном, но он находится в тех градусах, в которых находился на начало года и даже на конец 2025. Поэтому это означает, что та история, которая нам знакома, или те люди, с которыми мы, может быть, и взаимодействовали по разным сферам жизни, но они как будто не оставили нас, или вот эти вопросы, они тоже не решены. Более того, это вот прямое движение продлится до конца июля, и уже с 27 июля, и, внимание, по 11 декабря, почти до конца года, Сатурн уходит в ретроград. И это всегда какое-то дежавю. Есть часть вопросов, нужно принять это просто, ну, как реальность, мои дорогие. Это задачи, которые, может быть, потребуется время,
для того, чтобы мы что-то решили. Просто вот немножко заглянули с вами в будущее, да, именно по астрологии. И, может быть, это важно кому-то услышать, чтобы себя не терроризировать, да, внутренне, сомнениями какими-то не изводить. Потому что, ну, добрые дела наспех не делаются. А у вас подкова– это символ семейного счастья. И победа. Может быть, тут такая конфигурация межличностных отношений. Или когда конфигурация по работе. У каждого по-своему. Но тем не менее, победа как будто будет. Вы можете засобираться куда-то, в поездку. Или, в принципе, вам предстоит, ну так целенаправленно, для себя куда-то отправиться. Рассматривать какие-то альтернативные варианты. Но это все по вашей части. Потому что мало что победы, мало что семейное счастье. А посмотрите, мои дорогие. Добрые перемены. Часы в этом пасьянсе – добрые перемены. А ведь и правда, как будто начиналось, да, вот май месяц. О чем-то вы тут можете думать, переосмыслять еще, или все же, или тревожиться даже, да, или так получится, или эдак, или как-то там еще. А, видимо, так складывается в вашей судьбе, шаг за шагом. Ситуация какая-то, я вижу, для вас проясняется. Ну и тут себе тоже нельзя навредить. Смотрю, пока с вами разговариваю, что мы можем соединить еще. Откровенно говоря, смотрите, у вас вообще волшебное значение, мои дорогие водолеи. Солнышко у вас совпало. И стало быть, Солнце – это всегда выбор правильного направления, поэтому для вас Уран в Близнецах – это не тот период, когда он находился в Тельце. Там были вопросы благополучия, но там, знаете, это вопросы территории, вопросы дома, хотя здесь где-то может быть тоже такой вопрос именно вашего места пребывания, нахождения. Но это тогда какая-то ситуация стремится к итогу. И, может быть, вот эти альтернативные какие-то тут вам и придется принимать, как я говорю, решения. Но ведь для вас-то ведь это Солнце. И это, кстати, выбор правильного направления и подсказка, что каким-то вопросом или что вы для себя как поставите на первое место. И этим вы будете заниматься последующие 6-8 месяцев. Будьте к этому готовы. Проясняется, потому что Солнце – это действительно ясность. Поэтому в какой-то теме будет ясность. Но я не могу сказать с учетом колокола или как змея у вас выпала, да, что это происходит, ну, как-то само по себе, и знаете, вот как, ну, вот от вас это ничего не требует, и, ну, как-то ситуация сама по себе разрешилась, и все, и мы можем об этом забыть. Нет, все-таки Солнце накладывает определенную такую активность вашу, безусловно, когда вы и сами тут что-то проясняете. Или от вас потребуются такие действия. Не упустить, мои дорогие, чего-то очень даже доброго, вот эту победу, или как какую-то возможность. Может быть, это какая-то история, которая длилась долгое время. Опять же, с учетом Сатурна в вашей жизни, когда вы с новой конфигурацией можете что-то осуществить. Будьте готовы к переменам. Так и хочется сказать, потому что перемены идут на ваш порог добрые. Как изменится ваша жизнь в мае? Что скрывает будущее? Достанем 4 карты по основным сферам жизни. И первая карта, первый вопрос. Как изменится ваша жизнь, именно личная жизнь, любовь в мае? Финансы для водолеев в мае. Что будет меняться? На май месяц ваше благополучие в целом, как аура, невидимая атмосфера или энергии, которые будут преобладать вокруг вас. Ну и ваши достижения, контакты, встречи, важные поездки, может быть. А для кого-то документы, может быть, карьера. Ну, мы все тут разные. Итак, любовь, личная жизнь. Что же тут изменится? Фортуна сейчас на вашей стороне. И поэтому вот эти перемены. Причем эта карта говорит, не упусти какой-то момент. Скорее всего, вам придется, ну кто знает. Кстати, тут так выпало, да, что может быть даже где-то первая неделя мая шаг за шагом прояснится какая-то история. Или пусть это продолжит проясняться, да, но, видимо, первые предпосылки, первые шаги или, как знаете, первые звоночки у вас могут быть уже с первых дней мая. И эта карта все-таки нас ориентирует на то, что мы оставляем какие-то прежние планы,
Именно оставляем, чтобы не упустить какого-то момента. И переключаемся на что-то другое. Будьте к этому готовы. Вот так работает фортуна. Это карта удачи, мои дорогие. И значит, по части личной жизни тут какая-то может сложиться конфигурация, опять же, или может быть важная встреча, важный диалог. Может быть и новое знакомство. Но, наверное, будь готов к неожиданностям, правильно. Карта так и говорит, будь водолей, как и к скорости, две карты скорости, между прочим, так и к неожиданностям. Может быть, я не исключаю, для кого-то из вас это и будет означать какую-то новость. Мы, кстати, по рыцарю жезлов что-то слышим и понимаем. Ага, вот точно, сейчас я оставляю какие-то свои, может быть, прежние приоритеты или привожу их в какой-то такой баланс, да, с тем, что происходит сейчас, и именно пытаюсь сейчас что-то осуществить. И это будет касаться денег для вас. Ну, это мы смотрим на личную жизнь. Я не исключаю, может быть, какая-то важная встреча, важный контакт с каким-то человеком. Но это больше нам не про любовь, конечно, все эти карты, хотя я допускаю, именно в разрезе личной жизни тут может быть помощь со стороны какого-то человека, которого вы хорошо знаете. И может быть это та помощь или какое-то взаимодействие, пусть сама не по себе это не помощь, а вот именно как контакт, но в каком-то новом ключе. Или когда у человека что-то тоже изменилось, когда вы не захотите упустить эту самую возможность. Может быть, вы для себя в этом увидите какую-то более стабильную историю по финансам. Тут у каждого будет по-своему. Но очень добрые карты, которые как раз говорят о самореализации или, к примеру, когда вы можете решить финансовый вопрос. Вот давайте узнаем, финансы, что будет меняться. Правда, по финансам тут тоже вы что-то услышите. Пажи – это у нас вестники. Ого! Император, да тут законы могут меняться. Кто-то будет готовить, например, декларацию, да, ну, в зависимости от страны, в разные сроки мы подаем, да, ну, или какой-то отчет, или оплачиваем какой-то такой большой налог. Может быть, у кого-то именно с этим совпадет. А для кого-то из вас, может быть, есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Овен, ну, кто знает, да, или имеет там асцендент. Может быть, это тот важный человек, который как персона, которая обладает большими ресурсами, большим статусом, чем вы. И вот вам и придется как-то провзаимодействовать, переключаться с одного на другое. Но, видимо, финансы, не случайно нам император говорит, это ведь организация собственной жизни. Поэтому, видимо, и финансы где-то заставляют вас рассмотреть те методы или те варианты, или ту новость, которая к вам придет в мае. И для вас это больше толку, это больше пользы. Может быть, вам придется с кем-то договариваться. Вполне вероятно, для кого-то из вас правильно оформить документ, потому что не Овен, а император, мои дорогие, оговорилась. Это означает еще и как сильный мира сего. Или буква закона. Или то, что у нас, ну, буквально в законодательстве прописано, и мы должны именно какую-то важную бумагу оформить. Или подкрепить, как создать себе подушку безопасности, организовав самого себя, и, может быть, некоторые документы или какую-то составляющую по работе, чтобы у вас было больше определенности и больше надежности. По этой карте все-таки идет еще и ответственность. Возможно, вы будете обдумывать по финансам, участвовать мне в этом деле или нет. Брать мне на себя какую-то ответственность или нет. А кто-то из вас банально засобирается в дорогу, потому что, ну, как-то так сложатся обстоятельства. Где-то и от новостей, которые вы услышите, и ваших личных интересов, и финансовых в том числе. И для кого-то это может быть важная встреча, может быть важное деловое партнерство. Но когда вы именно как навстречу друг другу идете с каким-то человеком, вполне вероятно, даже человек может быть знакомым вам. Может быть, опять же, партнер по бизнесу или какое-то контактное лицо. Но вот конфигурация взаимоотношений, она какая-то иная. Поэтому тут и трансформируются отношения даже по части работы или ваше отношение к финансам, мои дорогие, здесь тоже меняется. Но все же деньги, мои дорогие, хотела спросить, не успела, деньги будут или нет в мае? Будут, мои дорогие. 4 жезлов, праздник
после победы. Поэтому будет и победа, будет и праздник. Но аркан император и восьмерка чаш – это какой-то выбор или сложная ситуация, когда мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому выход вы какой-то найдете, и пусть это у кого-то многоходовочка или что-то такое, даже запутанное, вполне могу допустить. Так стало быть, какие-то новые энергии. С одной стороны, тут и старое что-то может проясняться, или открываться новые перспективы по финансам. И поэтому для вас, скорее всего, придется вот эти планы уже в мае несколько менять. Ваше благополучие. Семерка мечей. Ну, эта карта говорит, зри в оба, конечно, не замечтайся. Иногда это карта вора. Поэтому тут, конечно, есть и другое значение, забрать свое. Поэтому благополучие тут может двояко стоять вопрос. Ну, понятно, самому где-то не подраскиснуть и не расслабиться, безусловно. Будьте гибче, будьте мудрее, а может быть и хитрее. Но и с другой стороны, может быть, есть какая-то история в вашей жизни, когда вам... Ну, некоторые дежавю, опять же, с учетом Сатурна, но в новом эквиваленте вам преподносит судьба, и вам придется принимать вот это сложное решение и себе задавать вопрос, это обман, или я могу этому доверять конкретному человеку, или тому, что вам предлагают. Вот такая вот вибрирующая какая-то ситуация по вашему благополучию может быть. Но, тем не менее, королева чаш, это может касаться где-то, да, что вам самим придется менять. Я вот только говорила, и много раз на каждую позицию нам где-то говорят о переменах или о каком-то важном выборе или какой-то жизненной развилке. И, видимо, вот кульминационный момент, когда могут совпадать и вопросы финансов, и даже личной жизни. Контакт с конкретным человеком, который перед вами, как в новом амплуа, в новой ипостаси. Или когда сам человек что-то передумал. Может быть, и вам. Вы бы и хотели выводов каких-то, вы бы и хотели, чтобы было, но вы уже себе даже что-то могли запланировать. А здесь, мои дорогие водолеи, ради вашего благополучия вам придется действительно рассматривать альтернативный вариант. Может быть, и хитрить придется, чтобы какое-то дело не было поставлено на паузу, но тут может быть и какая-то возможность, которая для вас точно может иметь интерес. Может быть, это раньше то, что ускользало, а теперь само идет в руки. У кого-то проиграется буквально с личной жизнью. Причем это с вашей стороны будет, скорее всего, недоверие, мои дорогие. Семерка мечей у нас первая карта. Но, как альтернативный вариант, вы также будете думать, а почему бы и нет? А может быть, стоит попробовать. Вот что-то такое будет. И это будет связано с эмоциями, мои дорогие. Да, вы тут тоже можете услышать какую-то новость, предложение, которое будет, тем не менее, касаться финансов. Вот не случайно все то, что мы с вами говорили. Вот благополучие, финансы, ну хотя и личная жизнь. Все сферы жизни для вас будут важны. Давайте узнаем ваши достижения. Контакты, встречи, диалоги важные, ну или документы. Ну и эта карта точно так же дополняет все то, что я сказала. Взаимодействие, безусловно. А вообще это карта любви. Вот так. Может быть, какая-то и личная история так или иначе развивается именно таким образом, что она оказывает влияние на вашу работу, к примеру, на ваши достижения, на ваши планы, причем такие более грандиозные. Ну, как минимум, может быть, и до конца года тоже. Но здесь именно с кем-то правильный диалог. Вот как вы, не хочется доставать дополнительные карты, очень интересный у вас расклад, мои дорогие водолеи. Карта в принципе говорит, будь готов к диалогу, к этому Соломонову решению или к какому-то компромиссу, потому что именно от взаимодействия с людьми складывается ваше благополучие. И приходят какие-то перемены, может быть, отчасти и по финансам тут решается, и по личной жизни. Но, может быть, и стоит быть, да, вот как по семерке мечей, где-то настороже, не без этого. Может быть, это и ваша какая-то прежняя, как опыт, да, сын ошибок трудных, уже где-то шишек мы набили, уже понимаем, вот туда не хочу идти, этим не хочу заниматься. А тут такая проверка на прочность. И стало быть, от того, как вы действительно договоритесь или рассмотрите какое-то предложение, или, знаете, как наотмашь от чего-то не откажетесь, а именно сумеете договориться.
будет и счастье, и семейное, может быть, и личное, и добрые перемены, и прояснение какой-то ситуации. Ведь вот иногда, согласитесь, мы находимся именно во власти собственного видения, мировоззрения, предубеждений. А здесь вот может быть что-то, посмотрите, все карты говорят об этом. Именно альтернатива какая-то к вам идет. Вы короли альтернативы. По сути дела, сильнее вас людей нет, которые могут где-то переиграть. И, видимо, май может как раз таких энергий от вас и требовать. Не упустите какую-то возможность, так и хочется вам сказать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. Вам все карты просто кричат об этом.